Всем привет, мои любимые и лучшие подписчики, а также помойные остатки хейтеров и фанатки Домира. Сегодня я буду разбирать зашквары и поступки хуже кривого малолетнего и отсталого дегенерата. Фрик похуже Ивана Зала и Олега Букина. Домир. Почему он заслуживает массового хейта? Сейчас разберемся. Для начала расскажу. Кто такой Домир? Это очень крупный русскоязычный видеоблогер, снимающий контент по видеоигре Майнкрафт. Настоящее имя – Сергей в жопы гей. Снимает видео на тему Майнкрафт. Особенно популярны его рубрики «Грифер Шоу». На его основном канале более 8 миллионов детей, а общее количество просмотров превышает 1,5 миллиарда. Его контент способствует на детскую аудиторию. Тогда объясните, почему на его превью намеки на BDSM-тематику? Домир, конечно, пытается быть крутым на камеру, но объектив эту красоту не щадит. Тут тебе и квадратная челюсть будто из лего, и взгляд испуганного хомяка, и прическа, которую даже тараканы в общаге не признали за свою. Одним словом, лицо, которое мать на подпись не принимает. Но да ладно внешность, проблема глубже. Контент у Домира, как его лицо, скучный, кривой и вызывает только желание закрыть вкладку до того, как упадут глаза. Ты включаешь ролик, а там, как будто урок скунга в исполнении овоща. Интро на минуту, просто логотип под музыку из ВКонтакте 2014-го. Домир орет в камеру так, будто у него дома труп нашли, а он пытается это скрыть криком. Сюжет. Нет сюжета. Он берет чужой стрим, вырезает 10 минут тупника, накладывает свой крик и называет это контентом. Думдумер – это не канал, это мусорка с мемами про кринж. Склейка такая, что у зрителя инсульт на 5-й секунде. А его голос? Это не голос блогера, это звонок в службу поддержки, где робот сломался и начал угрожать. И да, это лицо. Ты смотришь на него 15 секунд, а кажется, час пыток. Не лицо, а стикер-пак для кошмаров. Домир делает вид, что разоблачает схемы, но сам сидит на кривой рекламе казино и донатах от школьников. Его аналитика – это как читать инструкцию от утюга слепому коту. Домир, твои видео нужны только для того, чтобы понять, как не надо снимать. Убери камеру, выключи микрофон. Почисти лицо от этого вечного выражения «сейчас насу в штаны и струшу». А твои видео содержат пальцы, за которые тебя жу должны были сломать. А также скажи, почему твоя девушка играет в твоих роликах проститутку в BDSM-комнатке? Твой контент – это дно социального статуса, и это нельзя отрицать. А теперь про этот сервер, которым Домир так гордится, будто он Роскосмос запустил. Ты заходишь туда, и первое, что видишь – баннер, склеенный в Paint за 3 минуты. Цвета орут друг на друга, шрифт такой, будто пьяный верстальщик уснул на клавиатуре. Поздравляю, Домир, твой дизайнер. Это кнопка «Случайный цвет» в фотошопе. Роли на сервере. Король, раб, пес Домира. Ты серьезно? Люди должны унижаться ради роли на твоем сервере. Окей, психиатрия рядом, скинем адрес. Он вещает. У нас комьюнити, мы семья. А по факту? Там 10 ботов, 5 админов ЗП «Спасибо» и 2 живых человека, которые зашли по ошибке. Домир выдает себя за лидера, но сам не может настроить простейшего бота, чтобы мут включался без его дрожащих рук. А правила сервера – это отдельный цирк. Домир пишет. За оскорбление Домира бан навсегда. А Домир может оскорблять всех. Потому что я главный. Дорогой, главный ты в своей голове, где 2 извилины спорят за 3-ю. У тебя на сервере хаос, админы воруют роли, а ты даже логи не умеешь читать. И этот сервер он называет бизнесом. Да это кучка мусора на коленке, которую любой школьник напишет на коленке за обедом. Домир не строит комьюнити, он собирает токсичный шлак, который его же и ненавидит. Отдельная тема
Читеры на сервере Домира. Их там больше, чем живых игроков. Заходишь на сервер в Prime Time. 50 человек онлайн. Из них 30 – читеры, 15 – боты, а остальные 5 – это админы, которые пытаются понять, что вообще происходит. Админы у Домира – это отдельный цирк Шапито. Он набрал их с улицы, видимо, по объявлению требуется админ. ЗП, спасибо, условия, ад кромешный. Эти элитные стражи порядка не могут отличить читера от обычного игрока, даже если читер телепортируется у них на глазах. Читер летает по карте. Админ пишет: это лаги, у всех бывает. Читер бьет с уроном 9999. Админ. У него просто хороший меч. Читер вообще ломает всю карту. Админ в панике бежит к Домеру, который в это время снимает видос про ужасных читеров на других серверах. Самое смешное – античитовая система. Домер вещает: у нас мощный античит. Мы потратили неделю на настройку. Реальность. Он скачал бесплатный плагин за 5 минут, настроил его на банить всех подряд, а потом отключил, потому что античит забанил его самого. Сейчас на сервере античит работает так. Если ты читеришь по-тихому, ты молодец. Если палишься в открытую, админ тебе напишет: пожалуйста, не читер, потому что у админа нет прав на бан. Потому что Домер боится, что админы забанят его друзей-читеров. Читеры на сервере Домира чувствуют себя как дома. У них свои кланы, свои войны, свои чаты, где они обсуждают, как сегодня унизить админов. Админы пытаются их остановить, но вместо бана просто пишут в чат: прекратите читерить, пожалуйста. Читеры в ответ ломают сервер до полного краша. И знаешь, что делает Домер? Он выходит с очередным видосом. Меня досят все враги. Нет, Домер, тебя не досят. У тебя просто сервер рассыпается от того бардака, который ты сам создал. Итог. Читеры на сервере Домира – это не проблема. Это фича. Они – единственная живая активность на этом сервере. Без читеров там делать нечего. Так что, Домер, когда в следующий раз будешь орать про читеров, вспомни, твои собственные админы не справляются с ними, потому что ты нанял кривых рукожопов, которые не могут даже плагин переустановить. Сервер горит, читеры празднуют, админы плачут, а Домер снимает очередной высер на YouTube. Браво, блогер, браво. Ну а на этом все, ребятки. В общем, я рассказал всю правду. Теперь делайте выводы сами. Всем удачи, подписчики!